Всем здравствуйте, всех вас рад видеть на моем канале, на моей небольшой разводне. Сегодня речь в основном пойдет о меченосцах, но не только о них. Давайте начнем с коридоросов. Есть приятные новости. Посмотрите на количество икры золотистых сомиков. Икры очень много, это вот молодые сомики, и нерестятся они уже второй раз. То есть примерно дней 5 назад они тоже нерестились. Вот как только я их сюда пересадил, буквально на следующий день здесь икры уже было очень много. Я икру собрал все, но вот вся икра в основном была побелевшая. Здесь тоже такое ощущение, что вся икра побелевшая, неоплодотворенная. Ну, посмотрим. Я хочу выловить всех этих сомиков золотистых и пересадить вот сюда. Здесь панды у меня. Скорее всего, одна самочка и два самца. Потому что здесь я икру тоже наблюдал. Икра тоже была вся побелевшая. Я сейчас их кормлю только трубочником. Возможно, нужно добавить сюда им в рацион чуть-чуть сухого корма и добавить также мотыля. Ну, буду этим заниматься. Вот такие вот приятные новости, радостные. Ну, вот, что касается коридоросов Штерба, очень тоже красивые сомики, но они пока молчат. Ранее они у меня нерестились лучше всех. Штерба. И еще одни красавчики, тоже, вон, посмотрите, икра. Вот. На стеночке тоже икра присутствует. Вот на Анубиусе тоже икра. Вот эти вот Джули, коридоросы Джули, тоже нерестятся постоянно. Кто-то говорит, что это одни из самых красивых коридоросов. Возможно, спорить не буду. Как говорится, у каждого свое мнение. Мне они тоже очень нравятся. Кстати, уже подрастают мальки коридоросов. Вот здесь. Здесь в основном коридоросы Джули и немного пандочек. Я надеюсь, что пандочки тоже есть. В основном они прячутся под аэрлифтом, но сейчас вряд ли мы их увидим. Ну, еще здесь немного анцитрусов есть. Помните, я икру забирал, ну и просто сюда забросил икру анцитрусов. Вот они здесь, малечки, появились. Ну и также хотел вам показать вот этих вот мальков. Тоже анцитрусы, но это уже супер ред. Они живут вместе с неонами, и немного здесь родостомусов есть. Вроде бы чувствуют себя неплохо. Давайте еще вам покажу икру анцитрусов. Посмотрите. Выбросили снова икру. Икры довольно-таки много у них. Я ее соберу, эту икру, ну и в отдельный аквариум. Ну еще посмотрите, как мальки подросли. Нужно будет всех выловить. Здесь и такие совсем махонькие есть мальки. Я часть забрал мальков. Наверное, штук 200 мальков забрал. Посадил их там к другим малькам чуть побольше. Ну, посмотрим, как они себя будут чувствовать, потому что места не хватает. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Ну и здесь я немного подход поменял. Чуть-чуть по-другому стал их кормить, анцитрусов. Ну и немного по-другому стал делать подмены. Ну и результаты меня очень сильно удивили. Потом сделаю отдельный ролик про анцитрусов. Ну, это кто хочет массово их нерестить, как добиться таких довольно-таки серьезных результатов. Я экспериментировал и с кормлением, и с подменой воды. Видите, здесь сейчас в основном вуалевые анцитрусы. Ну и вот эти эксперименты дали свои результаты. Даже вот эти самцы вуалевые, они не хотели нереститься. Посмотрите, какие хвосты у них шикарные. Сейчас они вот нерестятся постоянно. Давайте сейчас начнем с меченосцев, с вот этих.
Я уже часть меченосцев отсюда начал продавать. Вот этих вот красавчиков. Посмотрите, какие меченосцы. Продаю их за такие немаленькие деньги, можно сказать. Ну, покупают. Еще вот попросили подержать немного. Тоже должны забрать уже остатки, можно так сказать. Я себе буквально 10 штук вот таких вот крупных вилочных черных меченосцев. Посмотрите, как они подросли. Какие они красавчики стали. Ну и здесь вместе с ними еще и вот эти Санта-Клаусы плавают. Сейчас я вам покажу других мальков. Вот они. Вот они, красавчики. Посмотрите, как они подросли. Это смесь мальков. Самец Санта-Клаус простой, а самочка вилочная была. Если вы помните, такая светло-зеленая, еще называют белый меченосцы. Но, к сожалению, она умерла, эта самочка. Жила она очень долго. И вот напоследок она порадовала, принесла мне вот этих вот мальков. Я надеюсь, что мальки будут очень красивые. Честно сказать, сейчас они выглядят не очень. Потому что цвет такой чуть как бы кирпичный. Но зато есть вот такие экземпляры. Много вилочных. Ну и наполовину они белые, наполовину красные. У некоторых даже есть такой яркий красный цвет и чуть тусклеет. То есть вот трехцветные как будто. Но они должны подрасти. Вот на некоторых видно такая мордочка у них красненькая, если можно так выразиться. А тело чуть светлее. Еще и белые такие пятна присутствуют. В общем, посмотрим, что из них получится. Помните, здесь были сетки с производителем. Я их убрал. Производителей пересадил он туда, в верхний аквариум. Ну а сетки высушил и пока спрятал на время. Здесь еще и анцитрусы крупные, посмотрите, вместе с ними живут. Кстати, на крупных анцитрусов тоже довольно-таки хороший спрос. У меня их практически не осталось. Вот этих анцитрусов я хотел оставить себе, ну, чтобы как бы немного подмешать кровь у моих производителей, если можно так выразиться. Ну, смена поколения, если быть точнее. Ну, посмотрим. Скорее всего, в ближайшее время я оставлю себе, наверное, 2-3 пары анцитрусов максимум. Все. Ну, ферму анцитрусов, возможно, придется закрыть, потому что в таком большом количестве не хочу их нерестить. С анцитрусами тоже довольно-таки хлопотно, чтобы их поднять вот до такого размера. Так что вот такие вот меченосцы, красавчики. Ну, пока всю их красоту не видно, вот со стороны, так я вам честное свое мнение скажу, вот цвет немного кирпичный, но мне интересно, что с ними будет в дальнейшем, как они наберут цвет, будут ли они трехцветные, то есть такой ярко-красный цвет, а потом, допустим, цвет чуть-чуть кирпичный и белый цвет. Было бы, конечно, шикарно, если бы были вот эти три цвета. Ну, как говорится, время покажет. Ну и давайте еще сейчас вам покажу одного меченосца. Где-то он здесь плавает. Это просто не меченосец, а просто красавчик, можно так сказать. У меня были меченосцы, оставались вот такие вот меченосцы Санта-Клауса. Их называют дергунки, маленькие, вот в росте они отставали. Ну, я их сюда забросил. И, конечно же, они здесь растут потихонечку. И вот сейчас я надеюсь, ищу глазами, здесь не могу найти. Вот, нашел. На дальнем плане, надеюсь, сейчас подплывет. Посмотрите, какой необычный красивый меченосец. Белый меченосец, но мордочка красная. И надеюсь, что это самочка. Вот куда-то уплывает, но вот видно здесь. Свет, конечно, плохой. Здесь света нету, только вот от окна свет. И очень красивый меченосец, прям необычный. Вот такие вот меченосцы бывают, появляются. Если будет такой меченосец, я его называю меченосец Родостомус.
тело, посмотрите, белое, а вот на голове чуть-чуть как такая красная шапочка. Если были вот все такие меченосцы, где-то штук 20, я бы, ну, занялся их разведением. Я думаю, ну, вот такой окрас меченосца пользовался бы большим спросом. Ну, это вот меченосец, вот как их называют, отбраковывает, кто-то выбрасывает. Я не могу таких меченосцев выбрасывать. Оставил, и вот, пожалуйста, можете полюбоваться. Я любуюсь просто вот, каждый день наблюдаю. Красавчик, красавчик меченосец. Ну, все-таки надеюсь, что это красавица. Надеюсь на это, что это будет самочка. Потом, возможно, в дальнейшем удастся получить от нее мальков. И это будет, конечно, просто супер. Будем надеяться, что все будет нормально. Хочу пересадить вот эту самочку вот сюда, вот в этот аквариум, потому что здесь, видите, рыбок не так много. Неоны, я, честно сказать, думал, что неоны, но не выживут здесь. Я совсем такими махонькими малечками их сюда пересадил. И меченосцы тоже были, ну, крупнее, нужно сказать, но вот меченосцы опережают в росте, в разы причем, неонов. Мы здесь вот можем наблюдать. Но хотя неоны тоже довольно-таки так быстро растут. Это голубой неон. Ну и будем дальше наблюдать вместе с вами. Здесь, кстати, есть еще и баллончик очень красивый такой. Баллончик-далматинец, да? Смотрите, махонький малек. Тоже мне вот такие баллончики нравятся. Не очень много, видите, баллончиков. Одна самочка, ну сколько? 2-3 малька вот здесь находится баллончиков. Я поэтому их и не продаю. Продал за все время очень маленькое количество баллонов. Да, за недешево, конечно, но не такое количество, допустим, как я продал тех же неонов, тех же тернеций, барбусов, анцитрусов. То есть, ну, буквально чуть-чуть. Не знаю, количество вам не буду говорить, ну, маленькое количество. Хотя спросом пользуются, очень часто спрашивают вот меня баллонов. Вот такие вот приятные новости по меченосцам. Кто досмотрел этот ролик вот до этого момента, огромная всем вам благодарность. Напишите ваше мнение по поводу меченосца вот этого. Как вы считаете, вот, ну, красавчик, ну или же красавица, не знаю. Ну, мне очень нравится. Всем вам еще раз огромнейшая благодарность за то, что вы смотрите мои видеоролики, пишите комментарии, ставите лайки. Пусть у вас все будет хорошо.